Представьте, что ваша кошка прямо сейчас стоит перед полной миской свежей фильтрованной воды, но внутри ее организм все равно работает на сухую. Это кажется невозможным, верно? Мы тратим деньги на дорогие фильтры, меняем воду дважды в день, но наши стареющие питомцы продолжают страдать от скрытого обезвоживания. И причина здесь не в вашей лени, а в биологии. То, чего на самом деле жаждут стареющие кошачьи почки, это не просто Х2О. Им нужны минералы и электролиты, которые естественным образом растворены в воде, но которых в обычной водопроводной воде просто нет в достаточном количестве. Привет всем! Я доктор Тони Ли, ваш ветеринар, и сегодня мы проведем критически важный разговор. Мы не будем обсуждать покупку дорогих фонтанчиков. Вместо этого мы заглянем на вашу кухню. Я поделюсь с вами 5 бустерами электролитов, которые выходят далеко за рамки обычной воды и дают почкам вашей кошки ту ежедневную поддержку, в которой они действительно нуждаются. Мы разберем все. От жидкого золота из вашей морозилки до секретного трюка с текстурой, который обманывает охотничий мозг кошки. Это ультимативный гид по спасению почек, так что приготовьтесь записывать. Глава 1. Жидкое золото, домашний костный бульон. Если бы мне нужно было выбрать один, единственный продукт из этого списка, который владельцы кошек с проблемами почек используют дольше всего, это был бы домашний костный бульон. И причина не в маркетинге, она в химии. Когда вы томите обычные куриные или индюшачьи кости в фильтрованной воде на медленном огне в течение 6-8 часов, происходит магия. Полученная жидкость естественным образом насыщается аминокислотами, микроэлементами и натуральным желатином. Но самое главное для нас — это насыщенный, пикантный аромат. Этот запах способен заставить даже самого упрямого отказника от воды внезапно заинтересоваться содержимым миски. Критическое правило безопасности — бульон должен быть строго домашним и абсолютно пустым. Это значит 0 лука, 0 чеснока, никакой соли, приправ или бульонных кубиков. Лук и чеснок токсичны, а лишняя соль — это колоссальный стресс для почек. Вам нужны только кости и фильтрованная вода, томленые долго и медленно. Как это применять? Процедите бульон, остудите его и заморозьте в формочках для льда. Размораживайте по 1 кубику на порцию. Для здоровой взрослой кошки 1-2 столовые ложки, подмешанные в еду или предложенные отдельно. В теплом виде это отличная ежедневная привычка. Однако, если у вашей кошки уже диагностировано заболевание почек, белковая нагрузка в бульоне может быть проблемой, поэтому всегда консультируйтесь с ветеринаром, прежде чем вводить его в ежедневный рацион. Глава 2. Желатиновая вода. Секретный трюк с текстурой. Этот метод звучит странно, пока вы его не попробуете, и тогда вы спросите себя, почему мне не сказали об этом раньше? Кошки-хищники, и их мозг запрограммирован иначе, чем наш. Многие кошки, которые годами игнорируют миски с водой, с удовольствием съедят миску мягкого желатина. Почему? Потому что для их охотничьего мозга это выглядит как еда, а не как питье. Это гениальный способ доставки влаги, который обходит проблему стоячей воды. Используйте обычный неароматизированный желатин без добавок. Рецепт гидратации. 1. Растворите четверть пакетика простого желатина в 60 мл 2 унции теплого куриного бульона, без приправ или просто теплой фильтрованной воды. 2. Дайте смеси застыть в холодильнике около часа, пока она не станет мягкой и колышущейся, а не твердой и резиновой. 3. Подавайте 1-2 столовые ложки как топпер к еде или как самостоятельное лакомство. В этом методе нет лишней соли или химии, только чистая влага в формате, которому кошка доверяет. Если у питомца чувствительное пищеварение, вводите желатин постепенно в течение нескольких дней, следя за стулом. Если стул станет слишком мягким, просто уменьшите порцию. Глава 3. Тунцовая вода. Простейший хит из кладовой. Этот способ настолько прост, что кажется мошенничеством, и, честно говоря,
В каком-то смысле так оно и есть. Речь идет о консервированном тунце. Но забудьте о тунце в масле или в рассоле, вам нужен только тунец в обычной воде. Когда вы открываете банку для себя, та жидкость, в которую вы обычно выливаете, это насыщенная минералами вода, которую большинство кошек выпьют с энтузиазмом прямо с ложки. Но помните о разнице в размерах. Кошачья система гораздо меньше и чувствительнее нашей. Поэтому всегда разбавляйте тунцовую воду с фильтрованной водой в пропорции 50-50, чтобы поддерживать безопасную концентрацию натрия. Правила использования. Предлагайте по 1-2 столовые ложки за раз. Делайте это не чаще 2-3 раз в неделю в качестве ротации. Не используйте это ежедневно в долгосрочной перспективе. Почему? Потому что регулярное и высокое потребление тунца со временем приводит к накоплению ртути в организме. Тунцовая вода – это отличный инструмент в вашем арсенале гидратации, но это не основной продукт. Также она не подходит кошкам с уже известными болезнями почек без консультации врача. Из-за содержания белка и фосфора. Глава 4. Козье молоко. Ферментированная помощь почкам. Многие владельцы знают, что коровье молоко и кошки – это плохая комбинация. Но ферментированное козье молоко – это совсем другая история. У него другая структура белка, меньше лактозы, а процесс ферментации превращает остатки лактозы в легко усвояемые компоненты, делая его дружелюбным для кошачьего кишечника. Козье молоко – это естественный источник калия, магния и кальция в биодоступной форме. Как подавать? Найдите сырое ферментированное козье молоко, часто продается в замороженном виде в зоомагазинах. Предлагайте 1-2 столовые ложки 2-3 раза в неделю как лакомство. Это даст кошке не только электролиты, но и пробиотики для поддержки здоровья кишечника. Важное предупреждение. Начните всего с 1 чайной ложки, чтобы проверить реакцию пищеварения. Кошкам с диагностированным заболеванием почек следует полностью избегать козьего молока из-за содержания белка и фосфора. Для них лучше подходят варианты с меньшим воздействием. Глава 5. Апгрейд влажного корма. Самый недооцененный метод, самый эффективный способ поддержки почек часто не требует никаких дополнительных покупок или рецептов. Влажный корм уже на 70-80% состоит из влаги, но большинство владельцев не используют его потенциал на полную мощность из-за того, как они его подают. Если вы даете корм холодным прямо из холодильника, его аромат приглушен, и кошка ест его без энтузиазма, оставляя важную жидкость на дне миски. 3 шага к идеальной гидратации. 1. Подогрейте корм. Всего 10 секунд в микроволновке, чтобы довести еду до температуры чуть выше температуры тела, и аромат раскроется. Кошка съест порцию гораздо охотнее. 2. Добавьте воду. Подмешайте 1-2 столовые ложки обычной фильтрованной воды или несладкого бульона прямо в корм. 3. Сделайте рагу. Тщательно перемешайте все до консистенции густого супа. Многие кошки с удовольствием вылакают такое рагу полностью, вместо того, чтобы выбирать кусочки и оставлять жидкость. Это самый простой, дешевый и стабильный способ поддержки почек, доступный каждому владельцу каждый день. Работа в команде с ветеринаром. Ни один из этих методов не является заменой свежей чистой воды. Она всегда должна быть в свободном доступе. Думайте об этих 5 способах как о дополнительных слоях защиты, которые помогают почкам работать эффективнее, без сложных схем или дорогих добавок. Для здоровых кошек эти привычки могут иметь решающее накопительное значение для здоровья мочевыделительной системы в долгосрочной перспективе. Однако, если ваша кошка уже борется с хронической болезнью почек или другими проблемами со здоровьем, обязательно подключите вашего ветеринара, прежде чем менять что-то в ее рутине. То, что врач знает о крови и показателях почек именно вашей кошки, всегда важнее любых общих советов. Если эта информация была для вас полезной, поставьте лайк и подпишитесь на канал.
Поделитесь этим видео с другими владельцами кошек. Вместе мы можем помочь большему количеству питомцев получить то облегчение, которого они заслуживают. Увидимся в следующем видео.